Когда мы видим, что между аналитиками зачастую трудно провести какое-либо серьезное различие, что они сливаются, что один может быть заменен по сути другим, поскольку они являются не личностями, а функциями научного исследования, что они все являются членами некоего абстрактного, безликого сообщества ученых, сообщества исследователей, что они никогда не говорят от своего собственного имени и стараются скрыться за неким консенсусом, неким общепринятым мнением, некими абстрактными достижениями науки наших дней, то тем более приятно встретить по контрасту авторов, которые не боятся говорить «я считаю», «я думаю», «я не согласен», которые не боятся рассказывать о своей жизни и показывать, как из обстоятельств тех или иных их биографий вытекали те или иные философские положения. И вообще люди, которые не пытаются скрыть, что они люди, что философия — это человеческое занятие, что оно может быть даже слишком человеческое, и забывать об этом, делать вид, что мы просто некие абстрактные, оторванные от почвы мозги, думающие в вакууме, это просто смешно. Перейдем в противоположный лагерь, на европейский континент. И рассмотрим, разберем, что происходило там в XIX веке и в первой половине XX. Пожалуй, главная тайна, самая скрытая информация о так называемой европейской континентальной мысли заключается в том, что в XX веке практически ничего нового к тем оригинальным идеям, задумкам и тенденциям, которые в ней существовали в XIX веке, она не добавила. Иными словами, все так называемые революционные нововведения XX века — это просто зачастую плохо известные или хорошо забытые нововведения века XIX. Вообще, когда мы говорим о XIX веке в европейской мысли, то какие имена обычно упоминаются в этой связи? После Гегеля, конечно. Маркс, Киркегор, Ницше. Вот три большие вехи, которые всегда вспоминают, когда говорят о XIX веке. Между тем, как я уже говорил однажды, в самом XIX веке совсем другие имена упоминались, когда речь шла о современной европейской философии. Причем большая часть этих имен сегодня или совершенно забыта, или считается второстепенными, устаревшими, недостаточно значительными и оригинальными по сравнению вот с этой большой тройкой — Киркегором, Марксом и Ницше. Насколько это справедливо, можно долго спорить. Я думаю, это несправедливо и объясняется не более чем ленью, нежеланием вникать в подробности, нежеланием изучать порой труднодоступную, не всегда переведенную или плохо переведенную философскую литературу тех лет, ну и общим желанием как можно быстрее перейти к современности, не останавливаясь на как бы второстепенном, малоинтересном или уж слишком запутанном периоде, каковым является XIX век после заката великой немецкой метафизики. Однако всякий, кто даст себе труд, говоря старым языком, углубиться в этот период и все же прочесть хотя бы основные имена, основные труды, основные философские тенденции, которые не сводятся к этим трем, к этой большой тройке, будет неизбежно поражен, насколько много того, что мы привыкли считать ультрасовременным, последним писком философской моды, уже находилось там, уже было открыто или выражено этими сегодня полузабытыми авторами. И это, безусловно, очень мощное ощущение, когда ты обращаешься как бы в некий чердак или в подвал заходишь, куда до тебя почти никто не заходил,
150-200 лет, и внезапно открываешь там некие плоды или некие книги пыльные, или некие даже сундуки с сокровищами, в которых находишь то, что принято было считать чем-то появившимся только-только недавно, буквально вчера. Конечно, это занятие не для всех, и не все его смогут выдержать, и не всем оно будет одинаково интересно и полезно, но всякий, кто хочет уйти от шаблонов, от банальностей в рассмотрении современной философии, должен проделать эту работу. Потому что корни современной философии 20 века, ибо 21 век пока еще не дал сколько-нибудь значительных новых идей или новых движений в области философского мышления, хотя многие объявляли себя заранее революционерами, новаторами и неспровергателями всего старого, находящимися на уровне суперсовременной мысли, даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Тем не менее, по сути, все, что до сих пор происходило в европейской и отчасти американской мысли, есть просто повторение, пережевывание, переваривание, пересказывание, иногда под другими именами, с новыми терминами, очень головоломными, вычурными, но, как правило, бессодержательными, тех же старых классических, новоклассических, современно-классических идей 20 века. Поэтому современная философия, важнейшая философия современности, это все еще философия 20 века. А философия 20 века растет, мощными корнями уходит в век 19, который, как я уже сказал, известен очень плохо, известен очень избирательно, который отнюдь не подвергся до сих пор по-настоящему широкому энциклопедическому охвату даже историков философии. Не говоря уже о широкой публике, которая вообще ни ухом, ни рылом в этом не разбирается. Причем речь идет даже не обязательно о каких-то специальных авторах, которые имеют непосредственное отношение к истории философии, но и к тем великим людям XIX века, которые, в принципе, должны быть у каждого на слуху, по крайней мере, должны быть постоянным спутником всякого образованного человека. Достаточно вспомнить, например, Льва Толстого. Казалось бы, широко известное имя, всемирно известное имя, гордость и прочее, но по сути, если спросить большинство современных, даже образованных людей, тем более философов, что они вообще знают о Льве Толстом и что они читали, кроме 3 основных романов из его обширных произведений, то, скорее всего, ответом будет что-то когда-то, где-то читали, но уже не помню. Между тем, в конце 19-го, начале 20 века Лев Толстой занимал огромное место в массовом международном сознании. Его тексты не обязательно художественные, а именно философские или моральные, религиозно-наставительные, переводились широко на все языки мира основные, обсуждались, с ним спорили, им восхищались, за ним следовали. Толстовство было отнюдь не только явлением, ограниченным Российской империей. Его знали во всем мире, его знали на Востоке, на Западе, на Юге и на Севере. И можно вспомнить, что, например, Ганди во многом создал свою теорию несопротивления злу насилием под влиянием толстовства. И очень интересным контрастом выглядит сегодняшняя ситуация, когда Лев Толстой, конечно, уважается, упоминается, излагается, но, как правило, очень вскользь, без особой страсти и с подтекстом таким, что все-таки Лев Николаевич устарел, нам уже не так интересен, как когда-то, что в лучшем случае мы будем читать скорее Достоевского, чем Толстого, если нас заинтересует философствующий писатель. А может быть, даже и Достоевского читать мы не будем, а будем мы читать Кафку или Оруэлла, или еще кого-нибудь совсем современного. А между тем, Толстой – это один из столпов, один из, можно сказать, одна из несущих конструкций XIX века. Поэтому, говоря о истоках современной мысли, обойти его нельзя, так же, как нельзя обойти
Достоевского как нельзя обойти Карлейля, как нельзя обойти Ренана, Тена и много других сегодня практически забытых имен, которые, собственно, и создали XIX век как духовное целое. И если мы возьмем даже большую общепринятую тройку Киркегор, Маркс и Ницше, то мы сразу заметим при чтении их сочинений, что они постоянно упоминают этих людей и некоторых других, полемизируют с ними и во многом даже зависят от них. И когда мы начинаем разбирать современную, то есть философию 20 века, то мы видим, как многое там зависит от этих имен, от имен напрямую не связанных порой с философией, относящихся к истории, художественной литературе, к политике, даже к естествознанию. В конце концов, Дарвин до сих пор выступает одним из основных авторов, опорных авторов, на которых ссылаются, с которым спорят, которого пытаются развить в том или ином направлении. Между тем, это чистейший XIX век, и притом XIX век революционный. Это еще большой вопрос, кто более революционен, Маркс или Дарвин. И смог бы Маркс создать свою теорию без появления дарвиновской теории эволюции, учитывая, что сам он упоминает о том, что именно исследования Дарвина были важным толчком к появлению теории классовой борьбы. Но почему-то сегодня, если речь идет о Дарвине, то обычно о нем говорят ученые, в лучшем случае историки науки, но философы стараются его обходить или говорить о нем в прошедшем времени как о чем-то, да, значительном, великом, революционном, но давно уже преодоленном и нам, современным мудрецам, неинтересном. Одним словом, в какую бы сторону малоизвестного, скрытого, темного XIX века мы не посмотрели, мы всюду видим очень важные вещи, очень важные идеи, которые отнюдь не являются преодоленными, как часто утверждается, скорее они остаются вообще непонятыми, неизвестными или недооцененными. И вот как раз из этой среды, из этого темного омута малоизвестных, полуизвестных или непонятых имен во многом и растет та философия, которую в последние десятилетия стали неудачно называть континентальной мыслью. Какие вообще признаки обычно упоминаются в связи с континентальной философией? Как ее описывают? Как ее отличают от аналитической или позитивистской философии? Как правило, речь всегда идет о форме, о стиле, в котором написаны произведения континентальной мысли, которой пользуются континентальные авторы. И, как правило, отношение к этой стилистике всегда негативное, пренебрежительное или насмешливое со стороны так называемых научных авторов, научных мыслителей. Говорится о том, что философия континентальная слишком близка к литературе, она не строга, она недостаточно научна, в ней мало доказательств, ее аргументация зачастую не строгая, приблизительная. Многое в этой философии связано с метафорами, художественными образами, аналогиями. Очень многие континентальные авторы занимались, например, подробным философским комментарием к поэзии, к тому или иному великому европейскому поэту, немецкому, французскому, итальянскому. И это, тем самым, по мнению так называемых аналитиков, является своего рода родовым пятном, которое сразу отдаляет континентальных мыслителей от серьезной доказательной исследовательской работы. Кроме того, еще одним важным признаком, который всегда упоминается при описании того, что такое континентальная мысль, это история, связь с историей, историческое чутье, историческое сознание, которое иногда называют также европейским историческим сознанием. Речь идет о том, что всякий континентал хорошо помнит о том, откуда он вышел, кто его духовные предки, кого он продолжает, развивает, кого он комментирует, с кем он спорит. И это историческое чутье обычно приводит к тому, что в худшем случае или в случае, доведенном до абсурда, это историческое чутье и это внимание к прошлому философии превращается в зависимость от этого прошлого, превращается в
не столько в философию, сколько в филологию. Речь идет о том, что нужно не просто читать того или иного автора, нужно буквально по одному предложению рассматривать, расчленять, разбирать, обсасывать со всех сторон эти предложения, показывая, как там рождается мысль или идея, и при этом, по мнению критиков континентальной мысли, этим все зачастую и ограничивается. Мысль не идет дальше слов, мысль не идет дальше текста. А в некоторых наиболее крайних представителях континентальной мысли можно даже встретить утверждение, что вообще кроме текста ничего на самом деле нет, что вся культура — это текст, и что невозможно вырваться из-под власти письма или слова устного, а потому любые апелляции к некоему абсолютному или общечеловеческому опыту, к научной эмпирике, наивны и нуждаются в постоянной критике, в постоянном пересмотре и контроле со стороны огромной филологической, письменной, литературной традиции, которая существует в Европе. Еще одно качество, признак континентальной мысли заключается в том, что она не только гуманна, но и гуманитарна. Для нее характерен интерес к так называемым вечным вопросам, к темам, связанным с этикой, эстетикой, политикой, вообще со всеми проблемами, которые не поддаются точному математическому исчислению или сугубо научному рассмотрению. С вопросами, которые обычно связывают с темой судьбы, рока, беды, несчастья, проклятия. Одним словом, вещами, которые во многом связаны либо с религией, либо с мистикой, и которых, как правило, нет в позитивистской мысли, от которых позитивисты всячески стараются уклониться, считая их ненаучными, бессмысленными, второстепенными и не поддающимися ни доказательству, ни опровержению. По мнению же континенталов, эти вопросы неизбежно должны быть поставлены, и если даже на них не может быть получен окончательный ответ, это не значит, что ими нельзя заниматься, что они устарели, что они не нужны, или что от них можно отмахнуться и жить как бы, если бы их не было. К этим трем основным позициям можно присоединить еще много других, но по сути именно к этому сводится оценка и негативное отношение позитивистов к метафизической, постромантической европейской мысли. Что она не научна, что она не логична, что она слишком исторична в ущерб современным исследованиям и что, наконец, она слишком сентиментальна и рассматривает человека как наиболее важную, может быть, даже основную тему для философии, тогда как, по мнению позитивистов, нужно больше уделять сил, времени и средств изучению мира, кроме человека, природы, материи, пространства и времени и так далее. Надо сказать, что из этих трех признаков, из этих трех пунктов обвинения сколько-нибудь серьезным может быть признан разве что тезис о ненаучности континентальной мысли. Потому что апелляция к гуманитарной направленности, к чрезмерному интересу к человеческим проблемам абсурдна. Вся философия есть интерес к человеческим вечным проблемам. Она всегда такой была и всегда такой будет. И даже у самых как бы научных авторов, вроде Аристотеля или Канта, мы видим в глубине все тот же неизбывный метафизический, моральный и эстетический интерес, который никуда не делся, хотя бы они занимались самыми абстрактными и далекими от повседневной жизни, от повседневного человеческого опыта темами. Очень удивился бы и Кант, и Аристотель, и Лейбниц, и Декарт, если бы им сказали, что их главная заслуга в том, что они создали такую-то там математическую теорию или дали в науке те или иные позывы к дальнейшему исследованию космоса, или они заложили прежде всего математическую, логическую и
аргументативную культуру, которой пользуется Европа до сих пор, они бы сказали, что все это мелочи, которые служат главной цели – познанию человека и поиску тех средств, которые приведут его к наибольшему возможному счастью и к добродетели. Интерес, сугубый, исключительный интерес к познанию мира в отрыве от человека – это вообще тенденция очень недавняя и, может быть, от силы лет 200. И появилась она как раз в лице позитивизма – французского, английского и американского. И к этому же моменту относится первый крупный кризис в развитии философии. Можно сказать, что как раз позитивисты чуть не убили философию. Они практически угробили эту многотысячелетнюю традицию и столь важное для современной культуры практику независимого, свободного, незаинтересованного мышления. Все остальные из этих 3 параграфов, пунктов обвинения, они не являются недостатками. Это такие же неотъемлемые признаки подлинной философии, как 4 лапы и хвост – это признаки собаки или кошки. Их не бывает без этого. Философия не может быть антигуманитарной, лишенной человеческого интереса. И философия, безусловно, не может концентрироваться только на познании внешнего мира в ущерб истории. Более того, главной революцией в естествознании XIX века как раз и было то, что история была перенесена или расширена из человеческого мира, из мира человеческой жизни в мир природы, когда стало ясно, что виды животных и растений не существуют неизменно в течение тысячелетий, а постоянно меняются, происходят друг от друга и образуются в борьбе, в схватках между собой и в испытаниях, которые преподносят органической жизни неорганическая природа, стихии. Следовательно, даже внутри самого естествознания, на которое так любят ссылаться позитивисты, произошел сдвиг в сторону историзации мира, историзации природы. Так что сама наука опровергает позитивистов. Кроме того, при описании сущности или признаков основных континентальной мысли всегда говорится о том, что она является политически ангажированной, что она слишком уж любит вмешиваться в сиюминутные дела того или иного государства, общества, что она слишком любит поучать, давать некие рецепты спасения для того или иного общества, что многие философы, нарушив некую нейтральную позицию наблюдателя, перешли в активную практическую деятельность, стали отстаивать ту или иную партийную точку зрения, оказались сами политиками и тем самым оказались не на высоте своей задачи, тогда как для строго научного философа не имеет значения, какова политическая система на дворе, что происходит за стенами его кабинета, и во всяком случае он должен стремиться не вмешивать или не смешивать эти разные темы, разные точки зрения, если он хочет оставаться незаинтересованным ученым. По этому поводу следует сказать, что, опять же, с самого начала своего существования философия была связана с политикой. Это не новость и это не открытие неких континентальных авторов. С самого начала греки были и философами, и политиками. И пример история Сократа, безусловно, является самой яркой страницей в пересечении отвлеченной мысли и конкретной политической деятельности. Если бы философия не оказывала такого важного влияния и не была столь опасна для власть придержащих, то зачем было бы казнить безобидного и нелепого Сократа? Зачем нужно было изгонять, вернее, выдавливать за пределы Афин Платона? Почему ему пришлось дважды оказаться в плену у сиракузского тирана? Почему в конце жизни
Аристотель, связанный с Александром Македонским, который, как известно, был его учеником, на минуточку, вынужден был бежать из Афин, так как его обвинили в якобы недостаточном почтении к местным богам, хотя в действительности, как с тех пор историки выяснили, речь шла скорее о том, что он был слишком связан с македонскими кругами, с македонским двором, и это очень не нравилось афинским демократам, которые боялись, что он сможет неким образом повлиять на политическую ситуацию в Афинах и, может быть, даже приведет к перевороту, который поможет прийти к власти в Афинах македонцам. И это только древность, только античность. Если же мы посмотрим на борьбу поздних схоластов, включая Аккама с разного рода структурами католической церкви, включая и папу, если мы вспомним о Макиавелли, если мы вспомним о Гоббсе, если мы вспомним проблемы с авторитетами разных видов, властями разного рода Спинозы, если мы вспомним, как отреагировал на тяжелые обстоятельства Германии своего времени Фихте, почему он прочел речи о немецкой нации, и, наконец, какую роль играла политика и государственная теория в системе Гегеля, то мы поймем, что не может быть философии без политики. Другой вопрос, что очень многие континентальные авторы конца 20 века слишком уж преувеличили, раздули тему политики, причем понятой очень узко, даже не в марксистском смысле, а в неком узкопартийном или даже узкоидеологическом смысле, тогда как великие авторы прошлого, в том числе континентальные авторы, всегда старались увязать свои политические взгляды со своей метафизикой, со своей теорией познания, со своей теорией человека, чтобы не выглядело дело так, будто бы отдельно стоит их взгляд на мир, и вдруг к нему присоединяется сбоку, как некая странная, неуклюжая пристройка, политическая теория. Между ними должна была существовать органическая связь, и она существовала. В современной же европейской, особенно французской мысли мы видим, что политика зачастую диктует метафизике ее темы, ее методы и ее выводы, что уж совсем странно, как если бы ноги командовали головой. Тем не менее, любые передержки или преувеличения современных отдельных французских авторов не должны нас отвлекать от правильной мысли, что политика является органически важной частью всякой философии, особенно философской системы. А потому упрек в ангажированности можно отбросить как неубедительный и бессмысленный. Означает ли он, что философы вообще должны замкнуться на узких абстрактных проблемах математики, логики или теории познания, а все, что происходит за пределами этих важных, но лишь частично связанных с общей философской тенденцией, традицией тем, должно быть оставлено на откуп случайным людям? Если так, то это тоже своего рода политическая теория, причем крайне реакционная. Но мы видим, однако, что и сами аналитики зачастую вполне ангажируются и не против рассказать всем нам, как надо жить, какое общество наиболее правильное, как должна быть научно организована общественная практика. И в таких случаях можно было бы вспомнить выражение «врачу исцелися сам». Что можно сказать еще о сущности так называемой континентальной мысли? Пожалуй, то, что ее представители, даже самые второстепенные и не слишком оригинальные по содержанию своих взглядов, безусловно, более симпатичны как люди. Когда мы видим, что между аналитиками зачастую трудно провести какую-либо серьезное различие, что они сливаются, что один может быть заменен по сути другим, поскольку они являются не личностями, а функциями научного исследования, что они все являются членами некоего абстрактного, безликого сообщества ученых, сообщества исследователей, что они никогда не говорят от своего собственного имени,
и стараются скрыться за неким консенсусом, неким общепринятым мнением, некими абстрактными достижениями науки наших дней, то тем более приятно встретить по контрасту авторов, которые не боятся говорить «я считаю», «я думаю», «я не согласен», которые не боятся рассказывать о своей жизни и показывать, как из обстоятельств тех или иных их биографий вытекали те или иные философские положения. И вообще люди, которые не пытаются скрыть, что они люди, что философия — это человеческое занятие, что оно может быть даже слишком человеческое, и забывать об этом, делать вид, что мы просто некие абстрактные, оторванные от почвы мозги, думающие в вакууме, это просто смешно. Поэтому личная сторона, биографическая сторона континентальной мысли тоже несомненна. И эта ее черта, безусловно, делает ее более интересной и более популярной, между прочим. Очевидно, что ни один аналитик, ни один позитивист или неопозитивист никогда не мог и не сможет соперничать по популярности с континенталами. Это касается не только таких очевидных имен, как Маркс или Ницше, которые известны миллионам и находятся неизбывно в числе интеллектуальных бестселлеров, но даже второстепенные фигуры по сравнению с ними, если речь идет только о популярности, вроде Гуссерля, Шеллера, Хайдеггера, Сартра, Мерло-Понти, Делеза и многих-многих других, мы видим, что они привлекают гораздо большее число людей, они привлекают людей из разных слоев, они привлекают людей разных политических взглядов, и даже те, кто с ними не согласен, с большим удовольствием их читают, обсуждают, опровергают, тогда как аналитики, как правило, находятся в одиночестве, в гордой изоляции, и обычно их тезисы, их статьи, их монографии обсуждаются тем же узким кругом коллег по так называемому научно-философскому сообществу, и зачастую их споры производят ощущение бури в стакане воды, настолько они удалены, оторваны от реальной жизни, от интересов серьезных жизненных интересов миллионов людей. Одним словом, если мы сравним основные признаки или считающиеся основными признаками двух этих направлений, то мы увидим, что историческое преимущество и содержательное преимущество, что все шансы на сохранение и продолжение находятся, безусловно, на стороне континенталов. На стороне же аналитиков скорее только мощная университетская система, которая, собственно, и породила их в свое время, к середине 20 века, и продолжает поддерживать их гегемонию условную в англоязычных, как правило, странах. В середине 19 века, когда зародились эти два лагеря, эти две противоположности, эти две крайние вариации философской мысли, ситуация была несколько иной. Университеты принадлежали скорее метафизикам, романтикам, континенталам, даже в англоязычных странах, тогда как ученые, занимавшиеся философией, если они вообще хотели заниматься философией, понимали, отдавали себе отчет в том, что нельзя ограничиться только математикой, физикой, биологией или химией, что хотят они или нет, нужно ответить на чисто теоретические вопросы и особенно на вопросы практики, на вопросы, связанные с вопросом, как жить, с темами добра и зла и смысла жизни. Как они отвечали на эти вопросы, это другой вопрос. Как правило, отвечали они очень наивно или неубедительно, но, по крайней мере, им в голову бы не пришло утверждать, что эти вопросы бессмысленны, что от них нужно отказаться. Кроме того, многие из тех, кого сегодня можно было бы по вышеописанным признакам отнести к континентальным авторам, отнюдь не чурались наук, отнюдь не были какими-то расплывчатыми спекулянтами, интересующимися только темами вроде «Существует ли Бог?», «Что происходит после смерти?» и «Что такое добро и зло?». Многие из них были специалистами в истории, филологии,
археологией. Многие из них занимались историей литературы, понятой очень широко, не только как изучение того или иного писателя или того или иного направления в литературе, но прежде всего как истории описания человеческой жизни. Ведь литература – это познание человеческой жизни в недискурсивной образной форме. Достаточно вспомнить, например, Ипполита Тена, еще одно имя, которое сегодня почти не упоминается ни в устных обсуждениях, ни в литературе, хотя в XIX веке он был одним из самых популярных историков и литературоведов, который после поражения Франции в франко-прусской войне 1870 года почувствовал необходимость разобраться в том, что произошло, но быстро понял, что только современная история или только события сегодняшнего дня не могут дать ответа на вопрос, почему так случилось, и неизбежно должен был вернуться аж к Великой Французской революции. И его многотомные исследования происхождения современной Франции, которым он занимался в последние годы своей жизни, которое было тут же переведено на основные европейские языки, включая русский, этот источник, по сути, представляет собой философское исследование сущности Европы, сущности европейской истории. Вопрос, о котором сегодня в связи с кризисом Евросоюза о нем часто говорят, на эту тему пишутся всевозможные брошюры и даже толстые талмуды, но, на мой взгляд, никто из современных авторов, будь то философ, социолог, историк, даже близко не приблизился к той тонкости и глубине, которую обнаруживает Тен в этой монографии. Поэтому странно, что в момент кризиса осознания европейских основ его имя вообще не находится на устах, почему его не помнят, не перечитывают. Прежде всего потому, что уровень философских запросов упал очень сильно в течение 20 века, особенно второй его половины. И сегодня люди, которые готовы интересоваться авторами и произведениями, трактующими ту или иную проблему, но относящихся не к последним нескольким десятилетиям, а может быть даже, о ужас, к прошлому столетию или позапрошлому столетию, они чувствуют некую боязнь, некое смущение, им кажется, что они покажутся устаревшими или недостаточно актуальными, если они будут говорить об этих авторах. И вот этой боязнью, пожалуй, объясняется измельчание тем, измельчание уровня дискуссий, которая происходит на наших глазах в Европе. Про нас даже и говорить не приходится. И единственным выходом, безусловно, остается просто обращение назад, обращение к классикам европейской мысли XIX века. Но, пожалуй, не к большой тройке, которая уж слишком долго была в центре внимания, к которой было обращено слишком много сил, и которая уже несколько выдохлась в своей способности воодушевлять и оплодотворять серьезные дискуссии. Пора сделать небольшую паузу для Маркса, для Ницше, даже для Киркегора и поговорить, почитать, обсудить книги Карлейля, Тена, Спенсера, Ренана. Тем самым обнаружить, что европейская мысль гораздо богаче любых схем, гораздо богаче той скудной картины, которую представляет нам любая обычная школьная или университетская история философии. Тем самым стать богаче самим. Это единственное средство, которое я вижу для того, чтобы поднять культурный, интеллектуальный уровень современной жизни. Неважно, в какой стране мы живем, с какими проблемами мы сталкиваемся и куда мы хотим прийти в итоге. Если же этого не произойдет, если победит точка зрения так называемых неопозитивистов, то, несомненно, этот кризис будет только углубляться, но при этом новые поколения, которые будут неизбежно сталкиваться все с теми же вечными вопросами, даже не будут знать, куда обратиться за помощью в разрешении этих вопросов. И окажутся своего рода сиротами, историческими сиротами,
что для 21 века и несколько странно, и особенно опасно. Нельзя отказываться от великого идейного наследства европейского прошлого. Его нужно принять, его нужно знать, и хорошо бы его развить. Так, по-моему, выглядит один из предварительных итогов или уроков сравнительного анализа неопозитивизма и метафизики, аналитики и континента. К нему стоит прислушаться.